проапгрейдил слегка свой верстачок. С одной стороны убрал ролики и воткнул вот такой брусок. То есть у меня вот с этой стороны было точно так же, как с другой стороны. Там верстачок стоит на роликах. Для солярного верстака это большой минус. При работе ручным инструментом верстак дрожит, колеблется, что очень мешает, что очень неудобно. Поэтому вот решил с одной стороны убрать ролики и поставить его жестко на пол. Пока решил ограничиться только одной стороной. Посмотрим, как будет дальше. Сразу скажу, что стало лучше. Ну, поработаем, видно будет. Второе. Воткнул вот такой упор. Так как верстачок у меня небольшой, и этот упор дает дополнительных каких-то около 10 сантиметров, что в принципе большую роль играет тоже. Работает это так. Доска упирается, в зависимости от толщины доски этот упор регулируется по высоте. Все, строгаем. И третье — это хранение разной мелочи в верстаке. Приобрел у Фистула вот такие боксы. Очень удобная вещь, очень мне нравится. Храню в них разный крепеж. Они разных размеров. Получается 4 типов размеров. Вообще в будущем планирую купить у Фистула систейнер прямо вот с этими боксами. И в зависимости от того, что нужно, что в верстаке оставлять, что в этот систейнер, брать с собой на какой-либо объект. Также эти боксики подходят в мой шуруповерт. То есть их здесь тоже можно менять в зависимости от того, что тебе надо в данный момент с собой. Но вот такие небольшие изменения в верстачке. Еще пару слов хотел бы сказать о недостатках, о которых я понял уже в процессе эксплуатации. Ну, первое, да, это жесткость. Конечно, столярный верстак должен стоять жестко. Но у меня были такие условия, что ролики — это была необходимость. Но вот сейчас слегка это исправил. Ну, более-менее стало. Да, кроме того, еще по жесткости, конечно, надо более мощную делать раму под верстачие. Здесь, конечно, не хватает. Еще здесь горизонтальные царги надо было сделать. И сами элементы делать массивнее, толще. То есть я делал из доски 50 миллиметров минус обработка, строгание. То есть, наверное, 40 с чем-то миллиметров сейчас все вот эти у меня ноги, царги. Конечно, для солярного верстака это мало. И еще одно, что мне очень сильно не нравится. Верстак надо делать, точнее сказать, не верстак, а подверстачие делать вровень с верстачной доской. То есть тот момент, что у меня ноги подверстачия утоплены относительно верстачной доски, это неправильно и неудобно. Все должно быть заподлицо, для того, чтобы крепить какой-либо щитовой материал. Сейчас попробую показать.
То есть при креплении щитового материала в тиски, допустим, представьте, что он больше по размеру, вот эта часть, ее трудно зафиксировать, болтается. Если бы все было запалецо, оно бы упиралось бы в подверстаче, и можно было бы к нему прихватить какой-то струбцинкой. И намного проще, лучше обрабатывать в этом плане. Ну, думаю, понятно, что хотел сказать. Ну, вот такой краткий обзор моего верстачка. Пока.